Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Завтра стартует новая Assassin's Creed. Ubisoft до последнего держала эмбарго, чтобы, не дай боже, журналисты об игре рассказали раньше, чем за пару дней до выхода. Но боялись, видимо, зря. Оценили игру в целом хорошо, если по общему баллу смотреть. Но вот если взглянуть на то, что пишут по конкретным игровым аспектам в отдельности, единого мнения тут не сложилось нигде. Одни говорят, что Shadows эталон в серии ассасинов. Геймплей невероятный, механики многослойные, глубоко проработанные, взято все лучшее из предыдущих частей. Отлично работает система с двумя персонажами, игровой процесс у которых разительно отличается друг от друга. Сражения стали более агрессивными, нужно больше внимания уделять контролю персонажа и использованию его умений. В игре самый живой мир за всю историю франшизы. Отмечают новый подход к исследованию мира и возросшую необходимость взаимодействовать с ним. Здесь есть и убедительные запоминающиеся персонажи, и впечатляющая, захватывающая история. А вот другие пишут, что сюжет тухлый, предсказуемый и в конце концов ни к чему не приводит. Диалоги написаны плохо, элементы исследования банальные, несмотря на наличие уникальных стилей при игре за Наоэ и Ясуке, им не хватает баланса. В какой-то момент ты начинаешь тонуть в повторяющемся контенте. Многие игровые аспекты не были должным образом реализованы. Ролевая система портит сражения и скрытность, прокачка утомительная, паркур совсем ушел на второй план. Наконец, некоторые рецензенты называют Assassin's Creed Shadows раздутым сборником унылых квестов, которые быстро превращают геймплей в однообразную рутину. И кроме как художников и историков, хвалить тут некого. И, что лично мне больше всего понравилось, цитирую, «Новые части Assassin's Creed должны предлагать инновации, а не простую переработку одних и тех же игр, которые мы уже проходили в других декорациях». Вот это прям база. В общем, как видите, проектик намечается неоднозначный. Выходит он, напомню, завтра, 20 марта, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Но с Ubisoft'ами мы пока еще не закончили. Компания решила конкретно так перестраховаться и защитить разработчиков от буллинга в социальных сетях. По сообщениям некоего сотрудника, пожелавшего остаться инкогнито, была собрана специальная команда, которая мониторит соцсети, ищет нехорошие слова в сторону авторов игры и применяет меры вплоть до судебных исков, если понадобится. Конкретно для сотрудников руководство организовало психологическую и юридическую помощь для защиты от нападок хейтеров. При этом разработчикам советуют не указывать в соцсетях, что они работают в Ubisoft. Уже и до такого дошли. Не успел гениальный Юсеф Фарас выкатить Split Fiction, как уже вместе со своей командой взялся за следующий проект. По словам геймдизайнера, работа по планированию нового тайтла стартовала еще месяц назад. Студия уже успела подготовить диздок на 130 страниц с набросками сценария, основных геймплейных моментов, уровней и всего такого. Фарас уверен, что как бы хорошо не встретили Split Fiction, следующая игра ее превзойдет. А еще он, на удивление, неплохо отзывается от партнерстве с Electronic Arts, мол, им даже проект питчить не нужно. Фарас просто приходит, говорит, что сделает вот это, и отвечает базару ноль, и все. Никаких конфликтов, вмешательства в процесс разработки и прочего. Что-то мне подсказывает, что это ошибка выжившего. Новую игру мы увидим где-то через 3-4 года. Анонс и все подробности явятся только на финальных стадиях производства. Icepeak Lodge выкатила демку Pathologic 3 с подзаголовком «Карантин». В нем нам предлагают пробежать сюжетную завязку за бакалавра Данковского и ознакомиться с основными механиками. Судя по отзывам, фанатам очень понравилось. Теперь ждем полноценного релиза, который планируется когда-то в 2025 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И еще одна обещанная демоверсия была опубликована на суд общественности – пробник RTX версии Half-Life 2. И тут примечательно то, что для запуска на минималках, чтоб в Full HD да при 30 феписах, понадобится карта RTX 3060 Ti, и это с включенной DLSS. В Steam демо понравилось не всем, главным образом из-за оптимизации и огромного для только лишь 2 уровней веса на 80 с лишним гигов. На низких настройках сплошное мыло и изменения разглядываешь с лупой, а на высоких все красиво, но играть в 15 FPS просто невозможно. Так что фанатские моды на халву по-прежнему остаются лучшим вариантом.
Кооперативный экшен про ограбление Monaco 2 получил свежий трейлер с объявлением даты выхода. Выносить содержимое сейфов можно будет в кооперативе до 4 человек. В любой момент что-то может пойти не так, поэтому важно уметь быстро ориентироваться и импровизировать, грамотно используя уникальные особенности и умения героев, коих в игре доступно 8. Есть как сюжетная кампания, так и режим с уровнями на процедурной генерации. Выходит Monaco 2 10 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Новым трейлером обзавелся и приключенческий экшончик Vessel of Decay, который наконец обрел издателя в лице компании Head Up. Сестрам Фрейе и Мат придется выживать в постапокалиптическом мире, захваченном существами из скандинавских мифов. Обещают динамичную боевку, многофазные сражения с боссами, уникальные добивания и вручную рисованный мир. Релиз состоится летом на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Масштабная ролевая игра с открытым миром и большими амбициями в умах своих создателей, Wyrdsong недавно в масштабах своих аппетитов поубавила. Разработчики из Something Wicked Games, опытные выходцы из Bethesda и Obsidian, поняли, что денег на все им не хватит, а потому пришлось пересмотреть концепцию проекта, нормально так сократить штат и открытый мир заменить коридором. 13 с лишним миллионов долларов, которые команда получила от NetEase, иссякло уже спустя год. Собственно, в связи с этим по коллективу и пошли сокращения. Вообще интересно, как такую сумму можно спустить всего за 1 год? Рекламной кампании еще даже не было. Времена в индустрии нынче лютые. Разработчики ожидали, что удастся переждать, мол, в 2025-м все закончится. Однако в данный момент сооснователь студии Джефф Гардинер может сказать лишь, что сейчас все очень непросто. Ну и с новостями у меня все. Почаще заглядывайте на сайт StopGame.ru, читайте свежие материалы от наших авторов и еще больше новостей в новостном разделе. Хорошего дня!